современной науке широко используется пространственно-временной континуум. Но не все специалисты знакомы с принципами континуумного метода. Предмет настоящей лекции – это именно те базовые знания по континуумному методу, без которых человек не может являться специалистом ни в области физики, ни в астрономии, ни в космологии, вне зависимости от содержания диплома и от ранга учебного заведения, выдавшего диплом. Если какой-либо из данных разделов в процессе образования упущен или освоен не в полной мере, речь можно вести только о фрагментарной компетентности специалиста. Материал лекции излагается простым языком, в равной степени доступным как студенту, так и научному работнику. Континуумный метод – это универсальный метод получения континуума. Первое, что в связи с этим надлежит знать, это то, что в современной науке одновременно используются две принципиально разных операции сложения. Рассмотрим их подробнее. Первая операция – арифметическое сложение. Арифметическое действие обозначается знаком плюс. Сложение осуществляется с целыми положительными числами. В результате сложения по данным числам, слагаемым, находится новое число, сумма, содержащая столько единиц, сколько их содержится во всех слагаемых. 1 плюс 1 равно 2, 1 плюс 1 плюс 1 равно 3 и так далее. Также используется другой, предложенный Альбертом Эйнштейном, метод сложения – академическое суммирование. Концепция всех без исключения континуумов построена не на арифметическом сложении, а именно на академическом суммировании. Академическое суммирование осуществляется через тройку. До двух числа складываются обычным образом. 1 плюс 1 равно 2, но дальнейшее суммирование с результатом равным 3 уже не признается. В дальнейшем, сколько бы единиц не суммировалось, результат будет всегда одним и тем же, равным единице, одному континууму. 1 плюс 1 плюс 1 плюс 1 равно 1. 3 плюс 1 равно 1. Как это работает? Как можно не признавать, что при сложении 3 единиц получается 3? Рассмотрим подробнее. У вас есть 3 карандаша, и вы можете сосчитать их обычным арифметическим сложением и получить 3. Но вы по каким-то причинам не хотите признавать очевидное. Тогда вы можете воспользоваться демагогическим приемом и придумать запутывающее основание. Например, такое. Я не знаю, как посчитать следующий несуществующий карандаш. А раз я не знаю, где он, то это вовсе не означает, что его нет. Следовательно, карандашей совсем не 3. Это не очень понятно, но это работает. И хотя отличать существующие объекты от вымышленных, присутствующие от отсутствующих, каждый человек может с помощью мозга, но после должного внушения слабо расположенные к четкому мышлению люди теряются. И уже не очень уверены, что 3 карандаша – это 3 карандаша. В этом случае число карандашей признается неведомым. Данный подход поддержали такие известные ученые, как академик Черепощук, академик Рубаков, нобелевский лауреат Жарес Алферов. Академическое суммирование – это очень важный способ сложения единиц. Метод лежит в основе всей космологии 20 века. Значительная часть современной физики опирается на академическое суммирование. У академического суммирования только один недостаток. Оно построено вне рамок научного метода и является
лженаукой в чистом виде. В плане научного метода академическое суммирование является хаотичным быдлоидным плюсованием. Быдлоидное плюсование – это не какое-то там хухры-мухры, это передний край науки. Само по себе быдлоидное плюсование – это замечательный способ морочить мозг учащимся. Ведь если учащийся не может сосчитать даже 3 карандаша, то 3 мерности пространства он уже точно не сосчитает. Рассмотрим подробнее. После отказа от реального результата суммирования 3 карандашей необходимо произвести дальнейшее окружение мозга. Для этого к карандашам добавляется некая абстрактная сущность, например, воспоминания о карандашах. Ведь в природе типа все взаимосвязано, и воспоминания, они находятся в прошлом. А это практически есть время. Итого, у нас есть 3 реальных карандаша и воспоминания о карандашах, которые нужно как-то добавить к карандашам. Неважно, как вы это сделаете, результат известен заранее. Он равен единице, одному континууму. То есть 3 плюс 1 будет равно единице. И 3 плюс 48 будет равно единице. Поскольку воспоминания о карандашах наглядно не видно, поэтому можно делать так. 1 карандаш, 2 карандаш, 3 карандаш и плюс 1 фак. Не переживайте, этого никто не заметит. У нас целое Министерство образования ничего не замечает. И поскольку при быдлоидном плюсовании все равно получится единица, то мы можем добавлять сколько угодно факов. 2 фака, 3 фака, все равно получится единица. Качество континуума от этого не изменится. Не удивляйтесь, пространственно-временной континуум именно так и получился. Взяли один карандашик геометрическую мерность, под углом 2, 3, добавили карандашиком воспоминания, то есть время, и получили замечательный пространственно-временной континуум. И теперь несколько поколений быдла могут отчаянно в него веровать. После того, как мы обфачили карандаши, мы не обнаружим среди них факов. Так же, как не обнаружим среди них воспоминания о факах или время. Их нет ни между 1 и 2 карандашом, ни между 2 и 3. Но зато теперь можно об этом смело бредить. Теперь давайте рассмотрим детально сам континуумный метод. Континуум – это непрерывность. Возьмем один карандаш. Один карандаш сам по себе – это континуум. Действительно, карандаш непрерывен. Объединим карандаш в общий континуум еще с чем-нибудь. Добавим карандашу, например, селедку. Селедка сама по себе это тоже континуум. Она состоит из селедки, она тоже непрерывна, а непрерывность это и есть континуум. Теперь надо как-то объединить селедку с карандашом в одну непрерывность, в один континуум. Но есть одна проблема. Понятия карандаш и селедка друг другу разнородные. Селедка не состоит из грифеля, из дерева и не может составлять континуум с карандашом. Вторая проблема – граница раздела. Там, где карандаш стыкуется с селедкой, непрерывность, собственно, заканчивается. И даже если мы вонзим карандаш в селедку, где-то будет та граница, по которой селедка переходит в карандаш. Поэтому для объединения в континуум надо выбрать что-либо однородное. Либо не такое осязаемое. Например, к карандашному континууму можно добавлять воспоминания о селедке, объединить их с карандашом. Ведь селедка же была, мы о ней помним, а воспоминания они связаны со временем. Ведь мы же можем сказать, что в природе все взаимосвязано, поэтому и континуум. Все это возможно только при одном условии, если вы заранее превратили народ в быдло. А превратить народ в быдло можно только одним способом – не давать народу достоверных знаний. И действительно, ни в одном учебнике, ни по физике, ни по математике, ни по геометрии нет элементарного определения пространства, нет определения мерности, нет определения места, занимаемого телом. И, разумеется, нет континуумного метода. Здесь важно отметить следующее. Кроме фальсификации с геометрией, континуумный метод больше вообще нигде не применяется.
То есть это континуумное дерьмо, придумано ради всего одной фальсификации. Как континуумный метод работает на практике? Это можно рассмотреть на примере. Если взять здоровенный аппендикс и пришить его к бабушке, то получится замечательный бабоаппендиксный континуум. Тогда можно будет уверенно знать, что тень бабушки очень похожа на тень дедушки, и он сможет оплодотворить все окрестности. Тогда гуси, которых нарожают бобры от этого самого дедушки, смогут прорыть кротовые норы и через червоточины докопаться до сингулярности, которая сразу за горизонтом событий обеспечит нам темную материю. Естественно, что вдохновляясь такими перспективами, уже никто не будет вспоминать о том, насколько вообще исходные континуумы соответствуют научному методу. Вот лист. Это модель, как бы двумерная модель нашего трехмерного мира. Вот лист. Это модель, как бы двумерная модель нашего трехмерного мира. Вот мы ее взяли и скривили. И вот по кривому пространству мы можем вот так путешествовать. Это очень долго, да? Очень долго. По всему пространству вот так. Но мы можем создать кротовую нору, которая соединит вот этот конец листа с этим. И через эту кротовую нору за секунды пересечь из одной области в другую, минуя вот этот длительный путь. Если черные дыры существуют, то должны существовать, по-видимому, и кротовые норы. А кротовые норы – это вообще туннели в пространстве времени, в которых можно путешествовать в прямом и в обратном направлении, и, следовательно, можно создать машину времени. Вот почему интерес к этим объектам очень велик. Чтобы получить кротовую нору, мы должны избежать сингулярности, то есть вещество не должно уйти в сингулярное, вот это квантовое состояние, и мы должны избежать горизонта событий. Потому что горизонт событий – это такая поверхность, куда можно упасть, но выйти за пределы горизонта событий нельзя. Потому что, чтобы выйти, надо двигаться со скоростью больше скорости света, что запрещено законами физики. Поэтому черная дыра, она все поглощает, но ничего не выпускает. Это могила. Она засасывает, и все. Ты попал туда, и дальше ты попадешь в сингулярность, и тебя разорвет приливными силами. У кротовой норы нет сингулярности, и нету горизонта событий. Поэтому в кротовую нору теоретически можно войти, погулять там и выйти назад. Поскольку там очень большая гравитация, то в ней уже не пространство, а пространство-время. Все взаимосвязано. Поэтому, гуляя внутри кротовой норы, мы гуляем как в пространстве, так и во времени. Стоит отметить, что континуумный метод континуумного плюсования, не является монопольным. Для того, чтобы ввести свой собственный метод плюсования, любому россиянину необходимо всего лишь набрать бригаду дур и внедрить их в Академию наук. После прихода дур к власти нанотехнологии обязательно победят. И они уже почти побеждают. Потому что экспертизой наукоемких проектов России заведует замечательный человек, большой специалист по континуумному плюсованию. Поэтому за будущее Сколковых можно не беспокоиться. Результат предсказуем. Приверженность континууму целиком зависит не от понимания предмета, а от внушаемости индивидуума. Чем больше внушаемость, тем больше континуумная зависимость. Если ваш преподаватель на полном серьезе верует в континуум, то перед вами неспособное думать чудо, которое пришло превращать вас в быдло. Если вы сами такой преподаватель, то превращение в быдло уже успешно состоялось. После освоения континуумного метода вы смело можете считать невменяемое, гнать невтыкаемое, стягать несчитаемое и развивать науку в целом к высотам идиотизма. Особенно это легко делать, если вы не в состоянии самостоятельно считать до 3. Важно отметить, что сказки о том, что теория относительности с чем-то там сошлась и что-то там позволила предсказать, это сказки, придуманные быдлом для быдла. Это все самое настоящее вранье. По всем без исключения позициям, включая современные, такие как GPS, никакой зависимости нет. Это сказки для блондинок. Ни одного устройства, прибора, зависимого от теории относительности, нет и не будет. Ни одного прибора за 100 лет ротации этой безмозглой теории не было создано. Можно подождать еще 100 лет, 200, 300. Сколько вам еще надо?
Многие наши поступки объективно объясняются внушением, хотя мы этого и не замечаем. Оленька, какого цвета пирамидки? Обе белые. Скажи, детка, какого цвета пирамидки? Обе белые. Молодцы, ребятки. Олежка, посмотри внимательно. Какого цвета пирамидки? Обе белые. Андрюшенька, посмотри. Какого цвета пирамидки? Обе белые. Оленька, какого цвета пирамидки? Обе белые. Леночка, какого цвета пирамидки? Обе белые. Обе белые. Обе белые. Подвинь, пожалуйста, к себе черненькую. А почему ты сказала, что она белая? Почему, детка? Почему? Не знаю. Не знаешь? То белая, это другая черная. А ты сказала, что они обе белые. Почему ты так сказала? Потому вот тоже они сказали белые. Дети сказали. И ты за ними повторила, да? А почему ты за ними повторила, когда ты знаешь, что это белое, а это черное? Я хотела Что ты хотела? повторить. Почему? Потому что они сказали так. Продолжим эксперимент. Каша, сахар, соль. Предложим эту кашу детям. Таисия Ивановна, пожалуйста. Ну-ка, что нам сейчас тут дадут? Какое блюдо каши замечательное. Сейчас вы должны отведать кашки и сказать, хорошо ли она приготовлена. Сладкая или каша? Да. Первый дадим Танечке. Танечка попробует и скажет, какая у нее каша. Сладкая. Ну-ка. А Валик попробует каши. Какая каша? Каша. Каша во. Так, а Вова что нам скажет? Какая у него каша? Сладкая. Сладкая каша. И так я говорю. Так, ну-ка, Вика. Какая каша? Сладкая. Сладкая. Итак, всем сладкую, Попробуем. последнему соленую. Сначала попробуй как следует. Какая каша у тебя? Соленая. Соленая? Такое поведение называют независимым. Хочешь? Стремление к самостоятельности, ориентировка на собственные впечатления. Нам кажется это естественным. Но вот когда мнение окружающих оказывается намного важнее личных ощущений, Сладкая. когда добровольно отказываются от собственного мнения, такое поведение называют внушенным, иногда конформным. Внимание, каша соленая. Алена попробует кашу и скажет нам, какая каша. Попробуй как следует кашу. Как следует. Нравится каша? Сладкая каша? Хочешь еще каши? Почему? М? Потому что соленая. А что, зачем же ты сказала, что она сладкая? Сладкая. Сладкая каша. Валик сейчас попробует и скажет нам, что за каша у него. Сладкая. Сладкая каша. Сережа. Ну-ка, Сережа. Сладкая. Ну, теперь Милочка осталась. Какая, Милочка, каша? Сладкая. Ну-ка, давай еще, Мила, попробуй. Что за каша? Хочешь еще каши попробовать? Ну, вот сладкая? Милочка, какая каша? Очень сладкая?
Хочешь Да. еще каши? Для всех нас Почему? очень важно мнение других. Такой каши еще не хочешь, а почему? Смысл внесения бреда в учебники может быть только один. Разрушение неокрепшей психики студентов привитием комплекса неполноценности перед гениальностью шизофреников и просто негодяев.